Привет, с вами проект Power Device, здесь мы улучшаем наши Android-телефоны. В один не очень прекрасный момент на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco с оболочкой HyperOS многие пользователи обнаружили вот такие интересные переключатели в шторке уведомлений, вызов по Wi-Fi. Естественно, такая картина многих пользователей телефонов Xiaomi не устроила. Я и сам был недоволен, когда у себя в шторке увидел такие переключатели. Появляться они начали на HyperOS 1, и все это зависит от услуг вашего мобильного оператора. Когда у меня была версия HyperOS 1.0.2, таких переключателей у меня не было. Как только пришла версия 1.0.9, они появились. И если даже вы думаете, что они у вас не появятся, то с обновлениями они все же могут появиться. Поэтому данный ролик, думаю, пригодится всем, у кого есть телефоны Xiaomi, Redmi и Poco. В общем, сейчас покажу самый действенный способ, как их отключить. При этом нам не понадобятся root-права, компьютеры или ноутбуки. Все будет происходить только на вашем телефоне, причем все действия совершенно несложные. Просто смотрите ролик до самого конца, ничего не пропускайте и делайте все по шагам. Тогда у вас непременно все получится. Также отмечу, что мы сможем их как включать, так и отключать. Смотрите, сейчас у меня есть данные переключатели, а теперь их нет, я их отключил. Сейчас я их снова активирую и покажу, как я это делаю. Итак, для того, чтобы с ваших телефонов Xiaomi удалить вот эти кнопки «Вызовы по Wi-Fi», вам понадобится вот такое приложение Brevent. Скачать вы его сможете в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Итак, скачайте приложение и установите его. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там я оставляю много полезного и интересного. Так вы ничего не пропустите. Приложение мы открыли, нажимаем «Принять». Данное меню можно пролистать, нажимаем вот сюда, наслаждайтесь. Запустить Brevent. Разрешить уведомления, разрешаем, это важно. Далее Brevent можно пока свернуть. Идем в настройки. О телефоне. По версии OS нажимаем много раз, пока мы не станем разработчиком. Шагаем назад. Теперь внимание. Нужно зайти в уведомления и строка состояния. Стиль уведомлений. Если у вас стоит классический, пока что поставьте Android. После выполнения всех действий это можно будет вернуть обратно. Итак, теперь идем в самый низ, расширенные настройки. Для разработчиков. Здесь спускаемся потихоньку вниз. Отладка по USB, ставим галочку. Все это подтверждаем. Теперь внимание, вам нужно обязательно подцепиться к какой-то сети Wi-Fi. По-другому выполнить эти действия не получится, потому что теперь нам нужно спуститься еще ниже и включить отладку по Wi-Fi. Подсоединиться можно к любой сети Wi-Fi, попробуйте даже раздать Wi-Fi с другого телефона на ваш. Также можно включить вот эту галочку «Отключать автоматический отзыв авторизации ADB». Таким образом, один раз подключив приложение Brevent, вы сможете им пользоваться всегда и не выполнять много раз такие действия. Теперь идем в отладку по Wi-Fi, включаем эту галочку, вызываем меню недавних, также при этом у нас должен быть открыт Brevent, удерживаем на нем, нажимаем вот сюда, разделение экрана. Теперь выбираем настройки. Здесь жмем для разработчиков. В общем, в Brevent у вас должна появиться такая строка «Порт беспроводной отладки». Здесь нажимаем «Подключить устройство с помощью кода». А здесь порт беспроводной отладки. Вот этот код, в моем случае это 41151. У вас, конечно же, коды будут другие. Он в Brevent вставляется автоматически. У вас должно быть так же. Теперь запоминаем вот эти большие цифры. Вводим их сюда. Нажимаем «Сопряжение». Всю основную часть мы уже сделали. Теперь нужно нажать вот эти три полоски. Выполнение команд. Окей. Опять же, в своем телеграм-канале я оставлю две команды, с помощью которых можно удалять вот эти кнопки и возвращать обратно. Смотрите, на моем телефоне данные кнопки «Вызов по Wi-Fi» сейчас на месте. Я ввожу нужную команду вот сюда, в эту строку. Ее просто нужно скопировать и вставить. Обратите внимание, чтобы у вас не было никаких пробелов вот здесь в конце, а также проверьте, чтобы пробела не было в начале. Вставили команду, нажимаем «Выполнить». Команда успешно выполнена.
Теперь открываем шторку и смотрим. Опа, а кнопки-то у нас и не пропали. Но, друзья, не спешите расстраиваться, на самом деле они пропали. После всех этих настроек нужно всего лишь взять ключ для сим-лотка. Смотрите, я открываю сим-лоток буквально на 3 секунды. Считаю до 3. Вставляю его обратно. Наши кнопки пропадают, и теперь они уже не появятся. При этом вы можете даже перезагружать свой телефон, больше данные кнопки вас не побеспокоят. Также сейчас покажу, если что, как их вернуть, а пока что, если вам понравился этот ролик, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайк, напишите комментарий в поддержку, например, помогает ли вам этот способ. Ну а если вы захотите вернуть данные кнопки, то в ту же строку нужно вставить немного другую команду и также ее выполнить. Снова открываю сим-лоток, через пару секунд закрываю его. Кнопки «Вызов по Wi-Fi» снова появляются. На этой ноте я желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.